Первая программа, с которой мне хотелось бы вас познакомить в нашем цикле «Спящая красавица» или «Беларусь Unknown» – это программа по белорусской сельве, программа по болотам. Болото Беларуси – это модное туристическое направление, особенно для европейцев. Они называют наши болота белорусской Амазонией. Болото Ельни, куда мы с вами отправимся, располагается более чем на 25 гектарах. И это самый крупный болотный комплекс Беларуси и пятый в мире. Это очень древнее болото, им более 9000 лет. Ученые это достаточно точно определили, потому что глубина торфяных залежей на этих болотах более 9 метров, а каждый метр образуется где-то около 1000 лет. Почему важно знать, что это действительно древнее болото? Это не просто древнее, это как бы высшая эволюция развития болот. Существует 3 вида болот – низменные, переходные и верховые. Наши болота Ельня – это верховые болота. Большинство из нас с вами знает низовые болота, где много комаров, гнуса, где много топий. Эти болота питаются в основном подземными водами. Затем эти болота переходят в переходный период, когда они питаются уже и подземными водами, и дождями, а верховое болото Ельня питается только дождевой водой. Поэтому, когда мы с вами идем по болоту, то вода под ногами и озерявки, как называют их местно, небольшие озерца в болоте, состоят только из дождевой воды. Поэтому и растительность, и животный мир на этих болотах очень скудный. Мы здесь с вами будем видеть растения практически как в тундре. Багульник, небольшие кривенькие березки, обязательно клюква, ну и, конечно, мох сфагнум. В болоте Ельня сейчас туристов водят в основном по экологической тропе, которая была создана несколько лет назад, такая деревянная дорожка из досточек. Но мы с вами по такой дорожке не пойдем. Мы пойдем с вами по настоящему болоту. И дорога у нас с вами будет составлять несколько часов. Сразу говорю о том, что этот маршрут абсолютно безопасен, никакой угрозы жизни и здоровью не существует. Потому что во главе нашей группы пойдут очень опытные проводники. Я бы даже сказала, хозяева этих болот, которые прекрасно знают каждый островок, каждое озеро, в котором, кстати, можно купаться летом, и которые расскажут огромное количество невероятных историй о своих любимых болотах. Они очень внимательно к ним относятся, собирают мусор, рассказывают какие-то невероятные истории своей жизни, как им болото помогает. И, естественно, это всегда производит на наших туристов огромное впечатление. Наши проводники обязательно, если это будет осенью, угостят ваших туристов клюквой и предложат им еще ее приобрести в больших количествах, если им это будет интересно. Вообще экскурсия очень необычная, потому что люди действительно попадают в необыкновенные природные условия, когда у тебя действительно все хлюпает под ногами, нет твердой земли, и ландшафт абсолютно непонятен, мы можем только отдохнуть на небольших островках, мы видим совсем другую природу, которую в обычной жизни люди редко встречают, но я не видела ни одного нашего туриста, либо иностранного, кому бы не понравилась эта экскурсия. Иностранцы просто в восторге, они делают огромное количество фотографий, селфи, фотографируют с нашими проводниками, фотографируют себя в необычной одежде. Кстати, про одежду. Все, кто приезжает к нам на эту экскурсию, мы выдаем специальные резиновые армейские сапоги, такие длинные выше колена, которые подвязываются под пояс. Все нормы гигиены соблюдены, потому что они одеваются на обувь. Единственный нюанс, что дамам, которые имеют маленькую ножку, 35, 36, 37, наверное, даже 38 размер, желательно резиновые сапоги брать с собой заранее, потому что очень неудобно в этих больших сапогах, так как они мужские и начинаются с 42 размера.
Вообще, конечно, на эту экскурсию лучше готовиться заранее, взять с собой на всякий случай резиновые сапоги, дождевик и, может быть, даже сменную пару брюк. На всякий случай. Для того, чтобы вы почувствовали себя участником экскурсии на болото, вы увидите во время моего рассказа много интересных фотографий, возможно, даже меня. Вот в красном жилетике дама на болоте – это я. После экологической экскурсии на болото Ельня мы с вами отправимся в поселок Глубокое. А может быть и не в Глубокое. Потому что вторая часть дня у нас может быть с вами абсолютно разная. В зависимости от того, что захотят увидеть ваши туристы. В стандартной программе это наше местечко Глубокое. Городок с необычной историей и значимыми архитектурными объектами, собором православным Рождества Богородицы и костелом Святой Троицы. Оба этих храма являются яркими представителями виленского барокко, которое так характерно для Беларуси. Оба этих храма находятся на одной площади, напротив друг друга, что очень характерно для белорусских местечек. У нас очень во многих городках и католический храм, и православный собор находятся на одной площади. Это говорит еще раз о нашей толерантности и веротерпимости, потому что в Беларуси и католики, и православные на протяжении многих веков живут очень мирно и дружно. Празднуются 2 Пасхи, 2 Рождества. Кстати, мы, наверное, единственная страна в Европе, в которой официально празднуются 2 Рождества – 25 декабря и 7 января. Здесь же, в Глубоком, в местном кафе нас ждет замечательный обед. Если вы готовы и дальше удивлять своих туристов необычными программами, то мы готовы предложить экскурсию не в городке Глубокое и обед в Глубоком, а посещение нескольких агроусадеб Витебской области. Ну, например, начать с агроусадьбы, на которой ваши туристы смогут покататься на лошадях, а организовать обед в сыроварне, где варят настоящие домашние сыры. Вы сможете стать участниками этого мастер-класса по приготовлению сыров. Ну и, конечно, продегустировать эти сыры, а, наверное, и завести какой-то почастунок до дому и угостить им своих родных. Если же вы большой мясоед и вам очень нравятся различные блюда из мяса, то мы можем организовать вам обед на агроусадьбе, которая специализируется на дичи. Каждое блюдо будет приготовлено из мяса другого животного. Как видите, вторая часть первого дня нашей программы по белорусской сельве может быть организована абсолютно по-разному. В зависимости от того, как вы захотите удивить ваших туристов. Ну и, конечно, с учетом кошелька ваших туристов. Потому что понятно, что стандартная программа по городу Глубокому будет явно дешевле, чем посещение сыроварни или программа с обедом из дичи. Мы переезжаем в Нарочанский край и ночуем в замечательном отеле на берегу озера. Если эта программа будет осуществляться в летний период, то у туристов будет время и искупаться в озере, а возможно даже и позагорать. По желанию туристов мы можем организовать шашлыки на берегу озера. Естественно, туристы будут сами их жарить, ну и, естественно, дегустировать и пробовать. А утром у нас будет чудесная программа по Нарочанскому краю. Начинается она с маршрута по экологической тропе «Голубые озера», которая проходит по пересеченной местности Нарочанского края вдоль озер, болот, по лесу, где организованы смотровые площадки, зоны для фотографирования, ну и, естественно, под руководством опытного экскурсовода, который вам расскажет о комплексе наших замечательных озер. Потому что Голубые озера – это целый комплекс ледниковых озер, древних озер. Они очень разные. Есть озера, в которых 1000 лет не смешивалась вода, и оно абсолютно изумительного цвета. Есть озеро, которое называют мертвым, потому что в нем практически нет рыбы и растительности, из-за того, что в нем есть подземные сероводородные источники. Финальной точкой экскурсии станет восхождение на Лысую гору, на которой оборудована вместительная смотровая площадка, с которой открывается бесподобный панорамный вид на озеро Глубля и Глубелька.
После экскурсии на Голубые озера мы с вами отправимся в Аптекарский сад. Этот объект был создан в 2014 году на территории национального парка Нарочанский. Представляет из себя комплекс, в котором высажены растения не только произрастающие в Беларуси, но и которые завезены в Аптекарский сад из различных уголков мира. Следующим объектом, который увидят ваши туристы в Нарочанском краю, станет этнокомплекс «Наносы новоселья». «Наносы новоселья» – это комплекс, где оживает белорусская история, белорусская деревня. Вы посетите водяную мельницу и увидите, как работает мельник. Обязательно посетите хлебопека и узнаете секреты изготовления белорусского хлеба. Конечно, его продегустируете. Вы увидите музей самоваров, необычные домики, посетите конное шоу и, конечно, отведаете белорусской медовухи те-самогона. Вам обязательно расскажут, как его изготавливают, о его секретах, о его крепости. И здесь же в комплексе мы будем с вами обедать. Если эта программа рассчитана на 2 дня, то мы возвращаемся в Минск, и ваши туристы отправляются домой. А если программа 3-дневная, то мы остаемся ночевать в отеле на берегу озера, а 3-й день у нас будут байдарки, катание на лошадях, велопрогулки по Нарочанскому краю. Либо мы можем вообще предоставить свободный день для ваших туристов, чтобы они могли просто отдохнуть, покупаться в озере, насладиться природой этого поистине уникального края. Но этот маршрут прекрасно компонуется с другими программами. Например, с программой по Минску, посещением Белаза или посещением производственной экскурсии на ювелирный завод «Зорка». Она может быть 5-дневная, 6-дневная в том случае, если ваши туристы хотят задержаться в Беларуси подольше. Будем очень рады вас видеть на наших болотах. Поверьте, это действительно уникальная экскурсия, и она точно заслуживает вашего внимания.